Всем доброго дня, чуть больше, чем полдень, московские пробки сделали свое. У нас сегодня в гостях Гил Петерсил, серийный предприниматель, бизнес-коуч стартап Академии Сколково, сооснователь компании Mediametrics. Сразу плохая новость для тех слушателей, которые плохо знают английский язык. Сегодня у нас большая часть интервью будет именно на английском. Алина будет сегодня переводить с английского языка. Слава Господи, не мне досталась эта участь. Иначе бы я чувствую, школу экономики пожалела, что она выпустила меня из бакалавриата. Я предлагаю начать с первого вопроса. Почему все-таки бизнес в России? Gil, why do you want to start your business in Russia? Как известно, вы жили в Израиле, Канаде, других странах, и говорят, что там перспективы для бизнеса больше, чем здесь. Because it is known that you lived in Israel, in Canada, and there is much more perspective for the business in these countries, not in Russia. So, first of all, hello. I'm happy to be here. Good to finally meet you guys, and I'm very sorry to the listeners for my delay. Всем привет. Я очень извиняюсь за то, что я сегодня опоздал. Наконец-таки рад с вами встретиться со всеми. I've been doing business in Russia for over 8 years now, and I could tell you that there's definitely a lot more opportunities here than anywhere else in the world right now. Я делаю в России уже бизнес довольно давно, и я могу с уверенностью сказать, что в России намного больше возможностей, чем в других странах. When I came here the first time, I came here working for a couple of investors, so I didn't really know a lot of people, and they just told me what to do. Когда я прибыл в Россию первый раз, я работал с несколькими инвесторами, и я на самом деле не знал, что и как здесь работает. And they gave me the money, and they just needed my past experience, and they needed my know-how in order to implement a new business concept. Благодаря им у меня появились деньги, появились знания, с которыми я смог понять, что и как делать. And it was very, very quickly that I learned that with the right sort of networking experience in Russia, it's very easy to set up new companies. На самом деле, совсем скоро я понял, что обладая необходимыми контактами или сетью нетворкинга, можно легко сделать многие вещи, в том числе и проекты. And all you need to do is really, come to some events in Moscow or any other city in Russia and meet some interesting people to understand what problems they have or what problems their clients have. Ну, например, все, что нужно сделать, это прийти на несколько больших крупных ивентов, познакомиться с людьми и понять, а что им нужно, с какими проблемами они сталкиваются. Арина, я думаю, здесь можно как раз уточнить, какие именно мероприятия или ивенты стоит посещать. As you mentioned that you need to come to some events, and what sort of events you need to visit to have these contacts? So, first of all, I would say to the listeners, you need to start going to any kind of events. Once you start going to events and you become better at networking, you could start looking at specific business events. Like there's a lot of events that are happening in Skolkovo, for example. There's a lot of events that you could find that are interesting training events where good quality people show up there. Ну, прежде всего, для тех, кто никогда не ходил, стоит начать ходить хоть на какие-либо. После этого вы поймете, какие контакты вам нужны, и затем можно найти уже список непосредственных бизнес-мероприятий, например, которые проходят в том же Сколково или других источниках. The important part is to understand that networking is not looking for people that you could take something from, but it's looking for people that you can add value to. Прежде всего, нужно обратить внимание, что нетворкинг — это не поиск людей, которым вы должны что-то продать или что-то взять от них. Это поиск тех людей, которым вы можете что-то дать необходимое им. So you could look at, for example, allevents.in or .ru. Allevents.ru. There is some существует сайт, который называется все мероприятия.ру. Нет, это allevents.ru. Алина, .rf еще все не перешел. Есть, timepad.ru. Есть, конечно, meetpartners.ru. И там есть много-много хороших. There's a lot of events there. The understanding is for people to start going to business events where you have good quality people around them. Когда вы начнете ходить на бизнес-мероприятия, вы поймете, какого качества контакты и какого уровня
там есть And хорошего right качества. now in Russia, because of the economical changes, there's a lot more events that are happening, and people are looking for new opportunities. So it's a great time to set up a new business. Сейчас из-за того, что Россия находится в новых экономических реалиях, в кризисе, происходит намного больше подобных мероприятий, потому что люди сами начинают искать подобные возможности. By the way, I didn't use the word crisis. You did. Yes. I don't believe there's a crisis in Russia. I believe that we're going through massive economical changes. Гил сделал поправку о том, что он не говорил, что это кризис, он говорил о том, что сейчас в России происходят большие изменения. I'll be honest, there are a lot of people think that it's first of all crisis. I agree with you that it's economical changes because each crisis is a lot of opportunities for our country and our businessmen here. Yes. For example, it's easy to work for exports, not in local markets. Да, в общем, вкратце я просто сказал, что я согласен с тем, что кризис стоит скорее называть возможностями, потому что те же самые предприниматели скорее начали смотреть на экспорт, чем на локальный рынок. Мы все-таки говорим как раз, все-таки представитель Сколково, да, человек, который в Сколково преподает, насколько в Сколково предприниматели начали ориентироваться на международный рынок, не на локальный российский, а именно на международный. Такой инсайт. Yes, as you taught in Skolkovo and working in Skolkovo, we're very interested in that fact how people in Skolkovo now is oriented not in the local market in Russia, but for example on other markets in the world. So I think that a lot of the students that I see are very, very focused on the Russian market. But they're changing the strategy a little bit because of the changes in the economy. And do you think they still are oriented? Answer that, and then I will continue. Okay. Вопрос, yeah. Окей. Гил говорит о том, что все-таки многие студенты Сколково все равно ориентируются на российский рынок, и это смена именно концепции, смена приоритета. So again, it's not the prioritet. It's something that they're looking to change in their strategy because they understand, for example, that right now the export market is very attractive. Это не то, что приоритет, а именно смена стратегии, потому что они смотрят именно на экспорт. So, manufacturing different products in Russia, from new metal to a beautiful piece of jewelry, is very attractive right now because you can export it to European countries and make very good margins. Много производства в России становится более привлекательным, поэтому можете предлагать это за рубежом. Тут вопрос в том, что еще имелось в виду, что маржинальность резко увеличивается, потому что, учитывая, что доллар вырос, то в рублях мы имеем немножко более маржу, тем более, что зарплаты не выросли на такую же сумму. Это я уже додумываю больше. Да, Yuri said that it is the question of the margin profit because actually the costs are not so much because you take all these raw materials in Russia and actually their wages are not so high, they do not increase a lot. Yes. So there is a much more marginal profit for our business. Yeah, so that's definitely one good reason why you should set up a good business in Russia right now, but there's a lot of other reasons that there is a lot more media going on in Russia. So the world knows about Russia right now a lot more than ever before. То, что упомянул Юрий, это как раз-таки является одной из причин, почему стоит искать возможности в России, но и также стоит отметить о медиа-возможностях, потому что сейчас про Россию знают как никогда много, чем прежде. So for any listeners, for example, who speak some English, for them it's easier right now to do business in other countries because the rest of the world is very interested in what is going on in Russia. Для всей англоговорящей, для части мира сейчас намного проще стало развиваться и делать что-либо в России, потому что об этом говорят во всем мире, об этом говорят о России и о том, что здесь происходит. Все-таки мы немножко ушли с темы нетворкинга, да, то есть я бы все-таки спросил бы
почему нетворкинг столь популярен сегодня, да, то есть... Actually, we are going from the theme of the networking from which we started, and we have a question why networking is so popular in Russia today. So networking is a pretty new word that's used a lot more in Russia because people understand that relationship management is changing because of the economy as well. Нетворкинг — это новое слово, которое стало не столь давно использоваться, потому что люди начали понимать, что отношения, они меняются, их надо выстраивать. In the past, people had their friends from childhood and their friends from university, and usually that's the people they did business with, that's the people that gave them solutions in life. Раньше те люди, с которыми мы знакомились в детстве, в институте, те люди, которые нас окружали, мы понимали, что именно с ними нужно в дальнейшем выстраивать отношения, в том числе и бизнес. And if you didn't have those kind of circles of people, you were very much stuck in the 90% of the lower class. И если у вас нет такого круга людей, то вы понимаете, что вы остаетесь позади, в более низком классе. Today, this is different. Today, you can step into any new circle as long as you know how to network with people and how to add value to their life. Сейчас все это меняется, сейчас вы можете перешагнуть свой круг знакомых, выйти в новый круг и таким образом продвинуться. And for me, it's very easy to share my experience in Russia, how I've seen my students and how I've seen my Russian business partners step into circles that they have not been in before. Поэтому для меня очень важно показать, как мои студенты, как мои контакты изменяют свой уровень общения именно в России. So as a foreigner, I have one style of doing networking in Russia, but of course, all of my partners and all of my friends are Russians, and for them, there's a different kind of way, and I see how they're doing it as well, and it's successful. Как будучи иностранцем, у меня существует свой стиль заведения контактов, нетворкинга, но так как большинство моих партнеров русские люди, у них существует абсолютно другой стиль общения, но это, тем не менее, работает. And the simple way of looking at it is people are now looking to set up relationships that could potentially develop into a business relationship, not just setting up relationship, let's do business today. И сейчас нужно отметить, что люди заводят контакты, смотря на перспективу, что в дальнейшем это может к чему-то привести, а не как раньше. Мы с тобой познакомились, мы с тобой будем делать бизнес. У нас просто вот я смотрю, со временем становится все тяжелее и тяжелее. Два вопроса есть от наших слушателей, которые им были очень интересны. В чем разница в заведении связей для работы между мужчинами и женщинами? То есть вот... Actually, one of the most popular question from our audience is that what is the difference between the networking for women and for men? So it's a really good question. I get that question a lot from my live audience as well. На самом деле это очень хороший вопрос. Я часто слышу этот вопрос от моих слушателей. And for some of your listeners, my answer would be very difficult. И ответ на него будет довольно тяжелый. There is no difference. Нет никакой разницы. If you think there's a difference, as a woman, if you think there's a difference when going out to a networking event, then you're thinking too much like a woman and you're not thinking like a businesswoman. Если вы женщина, вы думаете, что есть какая-то разница между заведением контактов для мужчины и женщины, значит, вы думаете как женщина, а не как человек бизнеса. If you're a woman and you want to talk business with someone, the first thing you should do is shake the person's hand. Если вы женщина, прежде всего попробуйте просто пожать руку. And if you're a woman and you'd like to be taken seriously as a businesswoman, make sure you're being very, very careful what you wear when going to a business event. Если вы хотите, чтобы вас рассматривали как человека бизнеса, прежде всего задумайтесь о том, что вы одеваете, чтобы выглядеть как бизнесмен. If, you know, as a woman, you're looking to be taken seriously because you want to get a new job or maybe you were looking for some new investors,
be careful not to wear too much perfume when going out to a business event. И если вы хотите, чтобы вас рассматривали довольно серьезно, приходя на какую-либо бизнес-встречу, убедитесь, что на вас, например, нет слишком много парфюма. So I believe that when going to any kind of networking event, you need to have some priorities. And who is it that you're interested in meeting? Прежде всего, приходя на какой-то бизнес-эвент, у вас должно быть понимание, для чего вы сюда приходите и к кому вы приходите. And I have a simple formula that works very similar to both men and women. И у меня есть некая формула, которая работает одинаково как для женщин, так и для мужчин. You need to learn how to ask people open-ended questions. Вы должны знать, как задавать открытые вопросы людям. You need to learn to compliment people both in your head as well as vocally. И вы должны понимать, как дополнять. Compliment. Да, как дополнять как визуально, так и голосом. So both in your mind, complimenting people, just thinking about someone in a positive way, as well actually saying to them, wow, really nice jacket, nice watch, nice bag. То есть вы должны идти с определенным посылом, не только говорить «привет, как дела», но и пропускать через себя этот позитивный посыл. And the third one is to understand that you always have a follow-up strategy. You can always, there's always a next step of connecting with this person again. Ну и в-третьих, у вас должна быть определенная стратегия, как вы будете поддерживать свой контакт после знакомства. Как следующий шаг. Да, как следующий шаг. So it doesn't really matter if you're a man or a woman. If you have a specific goal in your life, you understand that without effective networking, you will find it very difficult to achieve your goals. На самом деле нет разницы, мужчина ли вы или женщина, если у вас есть какая-то цель для того, чтобы и достижения эффективного нетворкинга, вы будете действовать одинаково. Вот второй вопрос, да, то есть у нас остается, к сожалению, как я понимаю, 5 минут, даже 4. Вот многих всегда мучают вопрос, что они не могут запомнить имена. И, к сожалению, на самом деле это очень большая проблема у людей. Вот спрашивают, как вы запоминаете имена, как вы запоминаете тех людей, с которыми вы встречались или с которыми вам предстоит в будущем работать? Actually, for majority of people, there is a problem of memorizing names, contacts, and something like that. Do you have your personal methods of memorizing names and contacts? If you have, can you give some advices for us? Sure. So there's a couple of things. There's one, trying to memorize people's names in your head. And the other one is actually keeping a well-organized phone in your contact database there. Да, и существуют такие методы. Прежде всего, я стараюсь и практикуюсь в том, чтобы запоминать имена, а второе, у меня должен обязательно быть хорошая книга с контактами, чтобы можно было быстро вспомнить. So the second one, for example, is we all have a smartphone that has a pretty simple but actually complex CRM system on it. У каждого из нас есть смартфоны, и это довольно сложная система SRM. And I would suggest that when putting in someone's name and phone number, try to put in more information about where you met them, for example, reminding yourself a couple of words about this person, what they do, what you spoke about, any keywords that could one day be searched for. Таким образом, когда вы дополняете свою адресную книгу, телефонную книгу, попытайтесь написать не только имя, фамилию и телефон, но и какие-то детали о том, где вы встретили человека, какие-то ключевые слова, чтобы вам было проще. So I would put in like jewelry expert, restaurant expert, investor, met at someone's birthday party. I would put in as much information as possible that if I forget their name, I can always search for them by another key tag. Например, я пишу эксперт по ювелирным украшениям, ресторанам, инвестор, которого я встретил на вечеринке по случаю дня рождения. Поэтому, если я, не дай бог, забуду имя, я всегда смогу найти по другим ключевым словам. So today, if I go into my phone and I'm trying to remember one guy who I might have met maybe a year ago at a birthday party, I could just type in the word investor, and I will see over 300 people who are investors. And then by looking through these people, I might remember that person's name by looking at other notes.
Например, если я забуду человека, которого я встречал год назад на вечеринке, я просто напишу инвестор, получу около 300 контактов и обязательно вспомню, кто из них тот человек, который мне нужен. So this takes a lot of discipline because every single time you enter people's information into your phone, it doesn't really matter what phone you have to put in more details about them. И на самом деле это требует дисциплины от вас, потому что вы пишете намного больше информации, но зато вы сможете, это вам поможет. So I would say don't worry about everyone you've already entered in the past. Think forward. Every single time you enter a new person's contact, right away add a few more words about them. Каждый раз, когда вы заводите новый контакт, не думайте о прошлом, думайте о будущем и постарайтесь записать как можно больше деталей. And I find always adding maybe who introduced you to them is very helpful as well. И более того, я обычно записываю, кто представил меня этому человеку, потому что это также помогает во многих. And the trick to remember someone's name when you meet them the first time is a little bit different. И когда вы встречаете человека первый раз, это может быть немножко по-другому. The way I tend to do it is if someone introduces themselves to me at an event, I try to repeat their name once or twice within the conversation. Когда я встречаюсь с человеком первый раз, я стараюсь произнести его имя несколько раз, чтобы запомнить в So, нашем диалоге. one, you can repeat their name by saying you've just met this guy, Misha, and very, very nice. And Misha, it was very interesting meeting you. I really like the business you're working on. Например, в разговоре вы постоянно обращаетесь к нему по имени. And the other way is, easier way is to actually introduce them to other people. А другой способ, вы представляете вот этого человека другим людям. And there's a little trick if you actually don't remember the person's name. И есть немного сложный момент, если вы не помните имя этого человека. You can actually introduce them to someone else by saying, do you guys know each other? Вы можете представить этого человека другому человеку, например, сказав, а вы знаете друг друга? And if you just wait a few seconds, they will always introduce themselves to each other. И если вы подождете пару секунд, они сами представят себя друг другу. Works every time for me. Это работает каждый раз для меня. Хорошо, спасибо большое. Мы уже даже перешли за 2 минуты за отведенное нам время эфира. Спасибо большое, что вы до нас доехали. Лина, спасибо тебе большое за перевод в этот раз. На этом месте, наверное, будем прощаться. Gil, thanks a lot for our broadcast. Actually, we have run out of time because some accident. Thanks a lot for your advices and for our audience questions. I think that there will be good broadcast and it's very interesting conversation with you. Thanks a lot. Sure. If they have more questions, they could just look for Gil Petersil. I am the only one in Google, and I can have them a lot more information. If they want me as a speaker, they could check out meetspeakers.com. Если вы хотите, да, это даже я переведу. Если вы хотите послушать больше от Гила Питерсона, можете вписать в Google запрос Гил Питерсон, думаю, найти его. Питерсил, прошу прощения. И найти его в Гугле. И, соответственно, если вы хотите позвать Гила как спикера, то вы можете его найти на сайте meetspeakers.com. Все, спасибо большое. Спасибо вам огромное.